И всем привет в эту субботу. Третий день обновленной версии игры, третий день уже. Я тут флорой, у меня флора была с артефактом, поэтому у меня тут небольшое преимущество есть на воронке. И я набил вот вчера, второй день вчера был, на первой воронке 32 миллиона почти. И это у нас второе место, потому что у нас есть один кореец, жирненький кореец, у которого, давайте посмотрим, кем у нас били воронку во второй день. Первая воронка, первый подсчет, точнее, результатов воронки, оказывается, был только на третий день. Первые 2 дня у нас не было подсчета. То есть это у нас первый подсчет с воронки. Я уже с Китая не помню, если честно. Не помню, как там было. И мне казалось, что она будет каждый день. Но здесь вот так вот сделали небольшую задержку. Вот он наш кореец. 34 миллиона у него. Он тоже в нашем альянсе. И вот такая у него пачка неустрашимых. Естественно, у него Настя с артефактом. Ну, шмот, как и у всех. Такой винегретовый. Винегретовый наборчик. То есть, что выпало, что получилось, то и набил. Я думаю, тут комментировать особо нечего. Стандартная у него пачка. Единственное, что Ацилия вместо кого-то другого. Но Ацилия на старте, видимо, лучше всех справляется. Тем более она с помощью своей ульты вот этот эффект рога постоянно поддерживает. Что очень даже неплохо. В общем, здесь они справились получше. Но у них тут, конечно, пробуд много. У меня только Фелисити с пробудами. Но ей это не помогло, потому что я не смог нормально крит-шанс набрать. Шмотки реально падали очень-очень не очень. Ну, тут я переборщил с точностью, но так получилось, то есть лучше я все равно там шмоток не нашел. На флору более-менее получилось набрать 154 просвещенности уже. На перчатки я пытался выбить перчатки с атакой. И вот с этим сетом, который просвещенность дает. И потратил весь хлеб, и ничего у меня не выбилось. Эрич там с органом, чтобы атаки немножечко давал флоре. Ну и Агок, соответственно, вот такой. Кто не видел, там в Телеграме я писал. Так, сейчас, где она там? Тайминги у меня вот такие. Почему Агок без таймингов? Потому что на первой воронке там они, в принципе, не нужны. Ему главное почаще хилить, чтобы флора раньше времени не упала. А у Фелисити пока что из-за того, что у нее крит-шанс маленький, ей надо ограничивать, потому что нету смысла ставить на авто. Она не успевает так быстро ультовать, чтобы компенсировать непопадание в цикл с флорой. Поэтому вот так вот. Поэтому вот так вот. Такая пачка. Так, я показал топ-2, надо еще других показать. Оказывается, пачка призыва. Пачка призыва. Вот Морфинг наш знаменитый, кто знаком. Он каким-то образом к нам на сервер попал, хотя мы как бы альянсом выбирали сервер и долго ждали, но он пришел за нами. Видимо, чтобы нам было веселее. Очень такой, как его назвать, очень увлеченный игрок, в плане, что он готов там в 2.59, ну то есть за минуту до сброса арены, подсчет арены, добивать там рейтинг, чтобы повыше забраться. Ну такой прям очень-очень увлеченный игрок, назовем его так. Но, кстати, играет хорошо. Единственное, что много говорит и часто дезинформирует игроков. То есть говорит одно, а на самом деле другое. Ну, вот такой вот игрок. Но играет хорошо. И аккаунт у него, в принципе, нормальный, тем более у него флора тоже с артефактом. Но он, видать, не смог добрать чуть побольше просвещенности, и поэтому, как видим, всего лишь 200 тысяч не хватило. Практически меня обогнал. Ну, тут каждый день будет на воронке ситуация меняться, поэтому это не суть важно. Так вот наш призыв. Тоже наш человек. Александр. Такая вот у него пачка. Уже артефакт у него есть. Тоже Агок на хиле. А на разломе Эрзелас. Хотя Эрзелас у нас всего лишь один раз бьет, но выбора у призывников тут особого нет. У них тут мультиатак с ульты нету. А так как он тут наносит, ну, его основная функция, насколько я помню, бафать. Урона от него там особо-то нету. Точнее, не то, что особо нету, его нету практически. И поэтому ему можно разлом ставить. То есть выбираем между ними всеми. О, пузика наша, здравствуйте. Так, а кстати, смотрите, что у нее здесь картинка такая, ну, старого образца, а вот здесь иконка новая. Ну, то есть такой винегретик еще один получился. И набивают, вот, 26 миллионов, очень даже неплохо. Так, тоже наш чувак. Тоже такая пачка, тоже с артом. Но уже чуть-чуть поменьше. Может, не хватило ему реролов, учитывая, что здесь очень длинные бои, и вот эти 10 попыток... Женя, здравствуй. Как его? 10 попыток всего быстрого боя, поэтому тут особо не перебираешь результатов. Вручную вот ждать там по 10 минут, ну это жуть. Поэтому как набили,
Пока быстрый бой у нас доступен. Кстати, вот тоже 23 миллиона, но с фурбатом без агока. Тоже неплохо. И, кстати, артефакта нету. Если был бы артефакт, то... А, ну, кстати, да, я не сказал. У него же вроде как... Да, фурбат тоже. То есть, агок тут как бы не обязательно. Единственное, что если агок с пробудами, допустим, плюс 5 там, да, пробуда, он-то живет неплохо, даже без пробуд. Но у него тогда точности... Хотя точность... Ну, в общем, хилить был он лучше. Он бы лучше хилил. У него статы были бы получше, он же там от атаки, от просвещенности. И он бы и жил, и при этом еще хилил получше. И, возможно, пачка была бы более живучая. Они умирают раньше, чем через 10 минут. Ладно, не буду здесь сильно долго здесь время тратить. Так вот покажу чуть-чуть, что у нас тут набили. В основном призыв, дикость. Что-то, кстати, неустрашимых не вижу, хотя они очень неплохо играют. А, вот, Иван, здравствуйте. Вот неустрашимый, но у него артефакта нету, поэтому, да, урон не сильно высокий. Ну и пробуд тут особо нету. Ладно, хватит с воронкой. Когда у нас там вторая? А, она же у нас открывается. Итак, воронка у нас подсчет был, первый. Кстати, я тут успел получить вот этот титул. Кто не знает, это я тоже не знал. Я на работе сидел, ну, было свободное время. Ну и спокойно полез фей там попроходить. На авто поставил, там некоторые вручную в конце проходил. Не такие уж сложные на первый день, если у вас ветеранский аккаунт, то есть уже много ресурсов, много артефактов. И я получил 80 вот этот прошел, и мне тут же выдали награду. Так, здесь у нас не указывается. Я попозже покажу. Как попозже? На монтаже я сюда скрин кину. Дали сразу по достижению, вот кто первый на сервере достигает, вот проходит все доступные этапы в феях, то есть там их будет несколько этапов. Сначала вот до 80-го, там потом до какого там, наверное, до 120-го какого-нибудь или до 160-го. То есть надо... А, вот она. Вот она. Не сразу заметил. И как только я прошел 80-й, мне сразу дали вот эту штуку. Вот эту. Я был удивлен. То есть не надо ждать, пока там какое-то определенное время будет. Нет. То есть пока доступно было вот это вот соревнование за первое прохождение 80-го. Сразу вот эти награды выдают, как только вы достигли первого места. Ну, понятно, что второе, третье, четвертое, там и все остальные уже будут, я так понимаю... А, нет, наверное, так же. То есть первый я, допустим, зашел, 80, потом второй кто дошел, потом третий. То есть награды выдавали сразу, как только достигали этого этажа, проходили последний. Не видим, что разбег тут всего почти час. У нас такой какой-то сонный сервер, что ли, получился. Даже морфлинга тут нету, я удивился, как это он не прошел первым. Стареет, что ли. Только я его так вот нахваливал, что он очень увлеченный. А что-то его тут не видно. Не видно. Ну ладно. Не стал он здесь особо тратить свое время. На арене у нас тут бойня небольшая идет за первый топ-5, но опять же, да, наш кореец, сложно его победить с его пробудами. У него уже он и Хвитар, и Элисебры. Ну, даже не в пробудах дело. Но у меня вот, я его пару раз пытался пробить, почти удавалось, но из-за Элисебры не успевал. То есть она своим контролем, своей ультой сбивала мне ульту, и в общем получалось плохо. У Морфлинга вот такая вот интересная пачка. С Гаррикой. Гаррика тут у него на уроне, с этим артефактом Бигсби, который у нас сейчас доступен. Ригандер, Филлосия. Такая интересная душная пачка. Потому что конь там заливает, разлом вешает, Тамар на ускорении тоже сбивает. Еще и Гаррика тут поддамажит и плюс сбивает тоже ультой. Хотя у него точность тут не вкачана, то есть она чисто на дамаг сделана, потому что она очень быстро ультует. Он, видать, решил ее в дамаг. Ну и удачно. А Эргандер на старте боя всем вешает и щит за счет этого артефакта, еще и штраф атаки с пассивки. Ну, прикольная пачка. И раз он топ-2 остался, значит она очень даже эффективная. Надо будет попробовать, потому что у меня, в принципе-то, они все есть. Единственное, что у коня таких пробуд нету, но они... Так, они у него важны? А, не посмотреть. Там ускорение, по-моему, плюс 30. Если ускорение, тогда да, тогда важны. Ну, а я смог топ-6. У меня там уже попытки закончились, а я уже и не стал, потому что тут награды, как бы, там... Не настолько, что принципиальные. Где они тут? Вот они. Вот 1000. Главное, вот этот ресурс. А разница тут совсем небольшая, поэтому я уже не стал задницу, так сказать, рвать. И давайте посмотрим, наверное, да? Вот Тупс у нас. Кто он? А, интересную пачку сделал тоже, похожую на Морфлинга чем-то. Гаррика у него на разломе. Давайте попробуем, что я могу против нее. У меня вот такая с Люсьеном. Это на боевой скилл, который у него бросается. И заморозку кидает, что снижает. Немножечко притормаживает того, кто быстрее всех ульту собирает. Так, Филосию, наверное, надо куда-нибудь подальше. Сюда вот, допустим. Ну, Лосения у меня на разломе. Понятно, этот с органом помогает урон наносить. Ну и Хвитар я поставил карту, чтобы она
критовала сразу. И попытался выкрутить ей крит урон побольше. И вот так это происходит. Вон он уже побежал в Утиора. Ну, кстати, не совсем удачно. Утиор все равно за счет своей пробуды очень быстро набирает ульту. Люсьена уже нету. Успел чуть-чуть. Чуть-чуть успела. Но он уже переоделся, да, и вот не успеваю пробивать. А до этого пробивал. Быстрые такие бои, хоть и начало игры, но да. Так, камериста, то же самое, да, у него тоже такая грязная пачка, еще и с Митраси, ай-яй-яй. Я тут ни на что не надеюсь, но он здесь на лосенью кидается. Она все равно успевает быстрее всех. Моя совсем поздно. Хоп, Митраси нету. Всех остальных нету, остался конь. Ну, конь тут не жилец уже. Казахский вариант. Коня больше нет. В общем, такая у нас аренка тут. Веселимся. Ну, я все билеты тратить не буду. Попробую ближе к концу дня. Что у нас тут еще интересного? Сюжетка проходится. Давайте я скажу, что, да, основная задача в начальной стадии игры, вот как и в принципе всегда. Смотрим, кстати, что у нас тут. Третий день. Вчера я забрал Аделю. Игариуса. Третий день. Трудная тренировка, кстати, у нас тут уже в разгаре. У меня был там топ-2, по-моему, топ-3, но обогнали меня. Но я еще хлеб не тратил, поэтому. Тут я думал, что может поддонатить, чтобы хлеб купить. Но учитывая, что он покупается в основном только за донат, то есть за деньги, да, за реальные. Ну и ради одного свитка так пыхтеть я смысла не вижу. Этих кристаллов у нас много, эти нам особо не нужны. Поэтому не вижу смысла донатом как-то здесь сильно лезть вперед. Дискорд у меня не привязывается. Пытался, перепривязывал, вроде все успешно в Дискорде, а не засчитывает. Не засчитывает и все. Оценка потихонечку идет. Уже часть кристаллов понятно, что получили. Так, с этими я еще так и не разобрался, не проверил списки. Надо писать в поддержку в Дискорде, что не все герои пришли. Еще у многих людей свитки не все пришли. Вот эти вот не досчитались. Что у нас тут особая поставка? Да, я тут виноват, грешен, задонатил пару раз. Кстати, вот эти предложения... А у меня их здесь нету. Это, наверное, потому что я через Steam зашел. Вот эти разовые предложения, которые здесь всплывают, донатные, они тоже идут в зачет вот этих штук. Где они там? Вот этих вот. И подписки тоже идут в зачет. И, по-моему, боевые пропуска тоже идут в зачет. То есть, я думаю, что тут только покупка вот этих сундуков учитывается. Нам так все говорили. Но нет. Идут в зачет, вот эти вот билетики дают. Ну, то есть очки вот этой ленты. Вот эти билетики дают за кучу разных покупок, не только кристаллов. Поэтому можно будет, в принципе, кто не знает, эта вот лента, она будет переходить из сезона в сезон. Она не будет обновляться. То есть мы, ну, по крайней мере, предварительная информация такая, что в следующем сезоне мы можем продолжить собирать ее. И, то есть потихоньку вот так вот поддоначивая, мы сможем что-то дополучить тут интересненькое в итоге. Как видим, на второй этап мне, точнее, чтобы дойти, да, второй получить, здесь было 160. Необходимо было. Для первого там было, по-моему, 50. Сейчас мы видим, что уже 300. И, насколько я помню, для четвертого надо будет 750. То есть они довольно-таки активно растут, чуть ли не в 2 раза. Вот эти вот суммы. А учитывая, что нам дают этих билетиков не один там к одному, допустим, там, не знаю, $10, там 100 вот этих очков нет. Мне дали, так, короче, мало. Мало мне давали. Или 100 давали. В общем, мало. И самое плохое, что здесь не указывается, сколько нам... Не указывают, сколько нам дают этих очков. Не указывают. Я с Беларуси, не удивляйтесь, поэтому у меня в Стиме донат работает. Так, это у нас пропуск этот. Союз героев я тоже вот прикупил здесь. Ну, потому что, извините меня, да, за $5, даже за 4,80 там с копейками. 2 сундука с выбором, по-моему, с выбором. И 3-й рандомный, ну, это очень неплохо. Поэтому я его, конечно же, взял. Ну и плюс, ладно уж, что уж там плюшку дать. Поддержать разработчиков копейкой иногда можно. Если есть желание, опять же, никого не принуждаю. Альянсец у нас какого уровня? Альянсец у нас на 3-й день 6-го уровня. У нас уже доступны боссы. Так, а пачки я еще не собирал. Тут у нас кто? Омертвление. Тут у нас кто? Опять омертвление. Омертвление, а здесь тогда вторая половина мороз. Вот, наверное, мороз я побью. Мороз я попью, попозже соберу пачку, чтобы время тут не тратить, то пока я буду возиться с этим. Давайте посмотрим скиллы, какие у них скиллы.
Наносит цели с наибольшим здоровьем урона умертвлением. Дает всем гигаэлементалям эффект усиления атаки. То есть бафает. Рассеивает усиление по одному. Увеличит урон каждого. Повторяющийся бонус к урону, когда 20. Перестает влиять на наносимый урон. Воскрешение становится невозможным. Все равно получается, понятно. То есть, когда мы добиваем его по здоровью, он не умирает. Мы продолжаем его бить, но он на какое-то время ослабляется. Ну, по нему, в общем, повыше урон становится. От всех стихий. И навыки перестает использовать. А так, ничего такого сверхъестественного. Ладно, не будем тянуть. Все-таки давайте я его побью. Кто у нас там? Мороз, тем более у меня какой-то там мороз собран. Какой-то там. Какой-то там мороз. С не очень хорошим шмотом. Так, нам же здесь доступен быстрый бой. А сколько у нас попыток? 30 штук. Великолепно. Кто не знает, здесь тоже сохраняется урон. То есть мы должны выбрать, сохраняем мы его или нет. $5200. Маловато, по-моему. По-моему, маловато. Прожили 10 минут. 5200. Что-то маловато. Хвитар. Так, надо все-таки шмотик переетовать. А давайте посмотрим, кто у нас что набил. Там же можно посмотреть. А что-то у нас совсем слабенько люди ударили. Совсем слабенько. Поторопились, наверное. Или не поняли, как это, что это. Может, нажали случайно сохранение. То есть я еще, получается, неплохо ударил. Интересненько. Так, а давайте мы и шмотки переберем. Чуть-чуть. 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 Я тут не сохранял еще варианты, конечно, это плохо. Так, мы здесь поставим. Так вот. Что у нас здесь? Атака. А здесь что атака? А здесь что атака? Угу. 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 Так, а у него этот... Ну, нормально, чё нет-то. Так, здесь точность. Тут, в принципе, все нормально. Здесь у нас что? Тут она вроде нормально собрана. Шанс крит удара. Может быть, ей какой-то вот... кольцо. Надо было купить ей кольцо морозное. Надо было, наверное. Ну, я просто ей хочу артефакт ее уникальный взять. Когда будет второй баннер, я хочу вторую копию выбить. Ну, пускай будет этот. Здесь у нас на танке мужичок, чувачок. Тут, наверное, два этих перебор. Наверное, хватит вот ее одной. Давайте мы... Вот ей вот так вот сделаем. Его мы уберем. И поставим еще одного. О! Хаходир. Хаходир. Кто не знает, Хаходир вот такую штуку делает, где он тут. Вот. Дает эффект усиления атаки на 20%. Союзнику объединен с самым высоким показателем атаки на 5 секунд. Ну, неплохо, неплохо. То есть бафает. И плюс еще какой-то урон наносит. Почему бы и нет? Поэтому давайте мы его попробуем. Усилить свои результаты. О, так у меня же там, да? Нет. Нет. Не хватает, не хватает. У нас там, по-моему, стихии открылись, поэтому надо будет стихии побить. Открыли же вроде бы. Я сюжетку сегодня еще не проходил, поэтому... Так. Так. Так, а ему что дать? Давайте ускорение. Чаще боевым будет бить. Какую-то заморозку будет накладывать. Пускай будет так. Пускай будет так. Здесь поинтереснее. Так вот. Теперь без таймингов. Тайминги, конечно, наверное, нужны все-таки. Попробуем без таймингов. Было сколько там? 5 миллионов? — 6700. Уже чуть получше. А если мы еще сделаем тайминги? Так. 11,7, 17,5.
Давайте попробуем. 20. Она будет в конце, так? Сначала вот это. 9,8. Отлично. 17,5. Пойдет. Пускай 12. Сколько у нее? 6 секунд. То есть до 15 секунд будет длиться вот это, как его она будет накидывать, эту заморозку. Ну, как раз 3 секунды. 2. Давайте вот так, ладно. 20. Но у него набор ульты очень быстрый за счет пассивки. Поэтому ему здесь мы не ограничиваем. Это пускай на авто. Ну и, соответственно, этот, наверное, тоже пускай будет на авто, потому что мы его ускорили сильно. Давайте посмотрим, что они могут теперь вот так. Шесть 800. Ну, примерно то же самое. Живут 10 минут, все живые, поэтому... Ладно. Добьем еще таланты, там вроде как можно будет, да? Что у нас тут появилось? Да, вот они. Вот они, вот они. Теперь можно фармить. Фармить таланты. Правда, немного там, до 90 уровня. Там всего, по-моему, 2 таланта можно будет открыть дополнительно. Остальные будут закрыты. У нас, кстати, кто не знает, первые вот несколько дней, вот осталось, можно сказать, 3 дня. То есть этот день и еще 2. И будет подсчет по скоростному прохождению. Я тут вырвался вперед за счет, естественно, нашей замечательной флоры. Но видим, что наш кореец со своей топ-пачкой вот этой не отстает. 21, то есть неустрашимый, тоже шустрый, резкий, дерзкий. У меня с Джорном, за счет Джорна, флора быстрее ультует, и, соответственно, быстрее вот этот эффект наступает через 10 секунд. Это все зависит от нее, потому что весь урон наносит она. Поэтому я ее ускорял вот этой штукой, которая зовут Джорн. И вот получилось 20. Но сейчас мы таланты еще сделаем. Кстати, они, наверное, быстрее даже не будут быстрее проходить, потому что все упирается во флору. Я даже их там усилю. Но пока вот этот подсчет произойдет с ульты, один фиг будет в районе 20 секунд. То есть он еще может ускориться, еще быстрее набить, а я уже не смогу себя усилить. Так что не факт, что я здесь на первом месте останусь. Такие награды за каждую вот это вот, кто не знает, ну, кто все это в игре можно посмотреть. За каждую дисциплину я имею в виду скоростное прохождение по вот таким требованиям. То есть без лимита, то есть любым составом. Это у нас, я так понимаю, огонь, яд. Это у нас молния, свет. Это у нас заморозка, некросы, омертвление. И нелегендарный состав. То есть вот бомж-пачки. То есть всего 1, 2, 3, 4, 5 дисциплин. Раньше у нас еще было, которое без этого, без связи. Ну, сейчас такого, как видим, я так понимаю, нет у нас такого теперь. Без связи тут нету такого. Так что стараемся залетать. И почему стараемся залетать? Даже вот не из-за них, потому что я считаю, что они такие практически бесполезные. Там косметика такая стрёмненькая. И выбор маленький. А вот из-за них. Все-таки нам надо стихии прокачивать. Там нужно очень много этих штучек. Я все проходил дикостью. Потому что, ну, самый быстрый вариант. Можно бюджетные пачки составить. Возможно, я сегодня попробую бюджетные пачки собрать. Показать, как их бить. Объяснить, что там главное. Для новичков хочу сразу сказать. Игра такая, что читайте навыки героев. Ну, сначала читайте навыки боссов. Что они делают. Обращайте внимание вот на площадь, которую они делают. Это вот, ну, навык, допустим, вот на такую. Здесь в одну цель. Обращайте на все внимание вот на это описание. И смотрите ключевые моменты. И обращайте внимание, что вот оно, время, которое указано. И это время, вот еще точность указана, которая нужна, чтобы накладывать негативные эффекты. То есть для новичков хочу сказать, что это очень важно, вот это вот учитывать. Изучать вот их особенности противника. И уже под эти особенности подбирать свой состав. То есть ключевых там героев, которые могут помочь с конкретным противником. И тут нам игра еще даже подсказывает, что рекомендуют вот персонажа со штрафом к атаке, либо с уменьшением еще урона, либо восстановление вот при ударе, потому что их противников много, они бьют часто, и вот от этого восстановления при ударе будет много пользы. Вот, обращайте на это внимание, ну и делайте автоматические пачки с помощью вот этой настройки по времени, когда кто будет использовать свою ультимативную, ну вот эту навык абсолютный, и когда он будет его повторять. То есть настраивать вот этот цикл, чтобы оно было максимально эффективно и вовремя. Это очень важно. Просто новички многие, они не обращают на это внимания, пытаются вот так на глаз сделать. Это неправильно. Надо это учитывать. Тут придется это учитывать, потому что такая игра, что она требует этого. Иначе у вас много чего будет не получаться, игра будет вас раздражать.
руки будут опускаться, и вы захотите перестать играть. А игра прикольная, поэтому стоит разобраться, тем более, что в этом интерес. Так, ну вампир. Боссов я отдельно, наверное, разберу, не буду уже сейчас. Сейчас пока что такой мини-обзорчик, да, чего у нас тут в игре происходит. Так-то, конечно, каждый сам видит, что у него происходит, но, может быть, с комментариями будет интересно. Топ-3 у нас забирает осколки Беренгара. Это эксклюзивный танк, ну, герой поддержки. Хороший, сильный герой. И 50 штук надо набрать за сезон, если держать эти топ-3, да. Плюс там еще, кто не знает, будет еще арена 3 на 3, и будут ограниченные события на эту арену, и будут давать эти осколки там по 10 тоже за топ-3, по-моему. Тоже эти осколки будут давать, то есть можно собрать, если у вас такой не сильный сервер в плане конкуренции. Так, что у нас еще? Здесь мы видели. Обратите внимание на эти сундучки. За вот эти очки альянса, которые мы собираем, нам будут вот эти недельные сундучки, они раз в неделю обновляются. Вот эти очки указаны, их дают там за эти активности. И дают хорошую награду. Вот эти вот кусочки навыков. Так что заморачивайтесь. И у нас сегодня король обезьян начался. Хочу сказать, что вот испытания, кто не знает, вот это внутреннего демона, проходите как можно, ну, как, не то, что как можно раньше, но лучше раньше, потому что там дают ежедневные награды. После того, как вы сюжетку пройдете, которая у нас уже вот доступна, допустим, сюжетку пройдете, вам откроется ежедневное вот это испытание. Мы будем бить вот этого злого короля обезьян. И за каждое вот это ежедневное испытание, если мы набираем там 3 миллиона 200 очков, мы будем получать там награды некоторые. То есть это надо сделать побыстрее, сюжетку пройдите сегодня. И есть несколько заданий ежедневных, они вот раз в день открываются. И получаем эти колокольчики и небольшую прибавочку. Колокольчики у нас, естественно, вот они. Если вы будете активно играть, то есть закрывать вот эти активности, которые там есть, колокольчиков у вас будет хватать на все. То есть вы здесь все купите, не переживайте за это. Ну, в первую очередь я покупал артефакт, потому что у меня было мало героев. У кого кто новичок, я советую, да, покупать артефакт, хороший артефакт. Он там с шансом крит удара. И для Укуна, короля обезьян, то есть для аскета, назовем его аскет, как в игре написано. Он хороший эффект дает. Ну и даже не на Укуне он используется, за счет того, что вот шанс крит удара. Хороший артефакт, получаем его, можно сказать, бесплатно. Потом я покупал навык. А, нет, потом легендарку брал. Случайно, а потом уже навык. Проходите сюжетку, можете читать, она там прикольная, интересная. Тем более с переводом, мы только с китайского переводили, а тут она уже будет переведена на русский. То есть можно с переводом посмотреть, там прикольная такая история про него. Так, что еще? Что вот это за кнопка? А, это нам показывает, что у нас вот этот вот есть, вот эти задания. Тоже мы их проходим. Ну, мы их будем проходить весь сезон, поэтому тут ничего такого. Там основная сложность здесь будет, насколько я помню, по заданию по феям. Потому что феи там мне не поддавались на китайском сервере. Так, что у нас тут еще? Давайте покрутим. Немножечко у меня накопилось фиолетовых. 172. Достаточно быстро, кстати, они копятся. Здесь я советую скупать вот эти штуки, потому что дешево выходят. То есть тратьте красные, потому что они выходят дешево. И давайте фиолки крутанем. По-быстрому. Кто знает, кто знает. Легенды гласят, что тут есть легендарки. Жаль, только никакого гаранта нету. Хотя, может, он есть какой-то скрытый, не знаю. Но обычно мы крутим и не получаем ничего. На тест-сервере я крутанул 500 штук, и мне выпало 3 легендарки. Я не знаю, как так должно было повести, но 2 репикаса и 1 архаш. А здесь мы видим, что ничего мне не выпадает. Нет, я докручу эти 2 штучки. Дайте легендарку. Нет, не дают. Ну и ладно. И что нам тут сообщают? Что скоро будет баннер. Еще один. Для новичков уточню, что это называется баннером. То есть вот эти прицельные призывы. Ну вообще вот эти вот. Вот это. Там, где мы вызываем героев, мы называем это баннерами. Кто не знает. Разработчики мне еще не починили вот это вот код пророчества, который у меня не засчитали. Ждем. И вот баннер у нас стартует уже завтра, да? Сегодня какое там? Да, завтра. Завтра стартует вот этот. У кого нету Филосии, вполне возможно, хотя, опять же, новичкам такое советовать я бы, наверное, не стал. Ну, 300 все-таки призывов не у всех есть. Но она очень сильный герой поддержки. В принципе, Гуля-то тоже, Гуленда неплох. Очень даже неплох, очень мощный. А учитывая, что они оба там будут в баннере, то есть смысл покрутить. Если вы ветеран и у вас нету вот ее, то советую покрутить, если у вас достаточно ресурсов. Ну а так, копите. Как раз к баннеру Флоры, там, где Флора будет, вы накопите 300 уже и сможете ее призвать. Ну, как бы это не обязательно, наверное, даже. Без артефакта она не такая сильная, конечно. Что тут еще показать? А пока больше нечего. Стихии сейчас буду проходить. Соберу бюджетные пачки, покажу. Потому что, ну, у ветеранов, я думаю, навряд ли будут проблемы, да, совсем с этим. И вот с этим. А так, бюджетные пачки покажу. Покажу, соберу.
чтобы можно было максимально этаж закрывать. Пока ничего нового. Забрал тут я, по-моему, Торина. Торина уже забрал. В арене вон повоевал и забрал Торина. Еще осталось вот Виньяра и Урион, который у меня есть, ну, будет дубль не лишним. Больше ничего нового пока что, больше ничего нового. Играем дальше. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.